Динозавры, огромные древние жуки, жуткие пауки и страшные насекомые – все это звучит как сюжет из научно-фантастического фильма. Но авторы документальных материалов часто напоминают, многие из них создавали впечатляющие образы именно из реальных находок и предположений о прошлом Земли. В эпоху Кембрийского взрыва примерно 485 миллионов лет назад на планете возникло огромное разнообразие живых существ, от самых крупных до крошечных. Именно в этот период формировались предки почти всех современных групп животных. Рассмотрим популярные монстры древности, от морских чудовищ, несущих следы жизни в глубинах океана, до первых разумно сложенных растений на суше. В этом материале мы приводим обновленное и более подробное описание каждого из них, чтобы понять, как они жили и какое место занимали в эволюционной истории нашей планеты. Кембрийский взрыв – это период, который часто называют биологическим большим взрывом. Он длился примерно с 500 по 485 миллионов лет назад и стал временем появления огромного разнообразия морских организмов, от маленьких существ до крупных хищников. Именно в этот период на поверхности Мирового океана возникла целая палитра форм, многие из которых стали предками современных групп. В числе ярких представителей того времени упоминаются как раз те существа, которым мы посвятили часть нашего рассказа. Они показывают, как разнообразие жизни могло развиваться на ранних этапах эволюции. Некоторые детали их анатомии и образа жизни дошли до нас благодаря уникальной сохранности ископаемых остатков, от острых когтей и глаз до жабр и сложного строения брони. Все это помогает ученым реконструировать биоразнообразие того далекого мира и понять, какие экологические ниши занимали эти древние жители океана. Одно из самых поразительных существ кембрийского мира – масура. По размеру она была примерно с указательный палец, но в морской экосистеме это было уже довольно крупное существо. Масура плавала в воде так же, как и скаты, используя некие приспособления, напоминающие крылья, чтобы двигаться и маневрировать в толще воды. У нее было 2 глаза, расположенные по бокам головы, и 1 большой глаз на лбу. Необычная компоновка, которая держала ее вне обычных рамок восприятия морских животных того времени. Чем же особенно интересна масура для ученых? Исследования показывают, что ее тело было сегментированным, напоминающим структуру многих современных насекомых и ракообразных. У масуры присутствовали длинные гладкие когтистые конечности и мощная пасть, которая могла захватывать добычу. Окраска и детализация окаменелостей позволяли микроскопически увидеть элементы внутренней анатомии, нервную и кровеносную системы, а также структуру пищеварительного тракта. В некоторых фрагментах сохранялись детали брюшной полости, что дает уникальную возможность изучать, как именно дышала и питалась эта древняя моль-подобная форма. Какую роль могла играть масура? Предполагается, что она охотилась на мелких червей и мельчайших членистоногих, используя клещи и длинные когти для захвата добычи. Несмотря на то, что ее размеры скромны, ее эффективная манера охоты и развитые сенсорные органы позволяли ей быть активным хищником в условиях раннего морского мира. Некоторые современные исследователи размышляют, а что если масура могла адаптироваться к низкому уровню кислорода в некоторых водоемах? Не исключено, что ее жабры и необычное дыхание давали ей преимущество в таких средах, позволяя занимать экологические ниши, недоступные для других хищников того времени. Раскопки масуры и близких к ней форм помогают ученым увидеть, как развивались принципы охоты и адаптации в самых ранних эпохах эволюции. Внедрение сложных органов движения и сенсорных систем в рамках маленького тела демонстрирует, что эволюционные шаги могли происходить довольно быстро, даже в эпоху ранних морских экосистем. Соучастники масуры демонстрируют, что предковые линии насекомых и паукообразных могут иметь общую основу в этом далеком периоде, что дополнительно подчеркивает тесную связь между разными группами животных в процессе гипотетической мозаики эволюции. Среди кембрийских находок встречаются необычные представители, которые поражают своим строением. Апобиния и утара – названия, которые часто встречаются в популярной литературе о ранней фауне Земли.
Эти существа до сих пор вызывают живой интерес ученых, потому что они демонстрируют необычные комбинации органов и приспособлений. Апобиния известна своим характерным строением. Несколько глаз, часто упоминается про 5 глаз, и длинный носоподобный орган, который выступает вперед. По одному из распространенных сюжетов, рот апобинии располагался необычно, что создает впечатление поворота под углом к туловищу. У некоторых представителей заметны характерные кольца и конечности, которые могли служить для маневренного плавания и захвата добычи. Подобные анатомические решения удивляют ученых и заставляют задуматься о том, как развивалась система органов чувств у ранних животных. Утара, по подобию апобинии, относится к тем формам, которые часто изучают в контексте филогенетических связей между различными группами. Ее размеры и структура туловища, а также особенности конечностей вызывают споры о том, насколько близки эти формы друг к другу и как они соотносились с другими обитателями того периода. Важно отметить, часть характеристик у апобинии и утары в популярной литературе носит художественный характер и подано так, чтобы усилить эффект шокирующих деталей. Реальные научные данные об их анатомии и образе жизни порой отличаются в деталях от художественных описаний, но в любом случае эти существа служат ярким примером разнообразия морской фауны кембрийского времени. Разбор необычных анатомических решений позволяет ученым лучше понять принципы ранней эволюции и способы адаптации к жизни в разнообразной среде океана в ту эпоху. Это дает ключ к пониманию того, как современные группы животных унаследовали и переработали древние черты, и как из множества экспериментальных форм могла вырасти та мозаика, из которой сформировались современные биологические линии. Прототокситы – это одна из самых любопытных и необычных категорий организмов, связанных с переходом жизни с воды на сушу. По данным ученых, они существовали примерно 420-375 миллионов лет назад, в дивой периоде, времени формирования первых наземных экосистем и лесов. Это гигантские растения или грибы-похожие существа, которые могли достигать впечатляющих размеров для своих эпох. Некоторые источники упоминают вертикальные размеры до нескольких метров, а ширина могла достигать метра и более. Они напоминали гигантские стволы или стебли, а их точная биологическая биологическая природа остается предметом активных споров среди палеонтологов. Внешне прототокситы выглядели как толстые стебли, напоминающие большую палку с округлым концом, который напоминал бы земляной шляп или выпуклость на одном конце. Их называли гигантскими организмами, которые могли рассматриваться как нечто между растением и грибом, однако современные исследования показывают, что это неочевидная классификация и что внутри могло быть нечто уникальное, отличающееся от всех известных ныне форм жизни. Внутренняя структура прототокситов оказалась крайне интересной. В них присутствовали трубчатые элементы, напоминающие ткани грибов и растений, но с другой организацией и химическим составом. Эти трубки соединялись и развивались по-иному, что заставляет ученых пересматривать классические представления о том, как устроены крупные наземные организмы в те эпохи. У одного из ключевых вопросов вокруг прототокситов – как они питались и какую роль играли в экосистеме. По одной версии, они могли служить основаниями для целых лесов, создавая основу для последующей растительной жизни на суше и влияя на климат и осадки в этом регионе Земли. По другой версии, их функция могла быть связана с ролью гигантских грибоподобных структур, которые поддерживали экосистему, но не выполняли роль классических растений. Растений в том смысле, как мы их понимаем сегодня. В любом случае, их существование в ранний период колонизации суши подчеркивает, что эволюция жизни на планете шла нелинейно, а через целый ряд экспериментальных форм, которые оставили свой след в истории биосферы. Начальные представления об их статусе в биологии изменились в последние годы. Ранее их считали гигантскими грибами или растениями. Однако современные данные указывают на более сложную картину. Возможно, это было другое звено в эволюционной цепи, не полностью соответствующее ни одной современной группе.
В научной литературе идет активное обсуждение того, как именно прототоксиды вписывались в биологическую сеть того времени и какие механизмы давали им возможность расти настолько большими и жить на суше в условиях, которые были далеки от современных. Эти исследования помогают ученым ответить на вопросы о том, как ранние наземные экосистемы возникали и как развивались флора и фауна после перехода воды на сушу. В наши дни мы все чаще понимаем, что земная история полна неожиданных форм жизни, иногда даже кардинально отличающихся от того, что мы привыкли считать нормальным. Именно такие особенности дарят нам ключ к пониманию эволюции и истории жизни. Ранняя биология Земли была гораздо богаче форм, чем мы могли себе представить. Разнообразие, адаптации и межвидовые взаимодействия создавали картину, которую мы все еще пытаемся полностью восстановить. В фиксации научных данных нередко встречаются спорные моменты и оживленные обсуждения. Но именно эти дискуссии движут науку вперед, подталкивая к более точным гипотезам и методам исследования. Иллюстрации и реконструкции древних организмов – мощный инструмент просвещения. Они позволяют увлечь читателя и помочь представить мир, который существовал миллионы лет назад. Путешествие по миру древних существ напоминает нам о том, насколько удивительной и сложной была история жизни на Земле. Масура, Апобиния, Утара и прототокситы – это лишь небольшая часть того богатого разнообразия, которое существовало миллионы лет назад. Их существование подталкивает ученых к переоценке некоторых элементов нашей эволюционной легенды и побуждает к новым исследованиям, чтобы понять, как ранняя биология формировала те экосистемы, на которых мы основываем сегодняшний мир. Подумайте, какие еще заголовки и загадки эволюции ждут своего раскрытия в будущем, и какие новые открытия могут изменить наше понимание того, как жизнь на Земле развивалась в прошлом. Если вам интересно узнать больше о конкретных персонажах и эпохах древности, поделитесь своими вопросами в комментариях, и мы продолжим исследование вместе.